Добрый вечер, уважаемые участники. Мы рады вас приветствовать на очередном занятии нашего онлайн-курса «Финно-угры России XX века. Язык, права человека, власть». Мы благодарны всем вам, всем тем, кто нашел время и возможность присоединиться сегодня к нам, послушать очередную лекцию, приобщиться к истории финно-угорских народов в XX веке. Напоминаю, наш курс посвящен тому, какое влияние имели масштабные преобразования, революционные процессы, крупные государственные реформы XX века на финно-угорские народы, какое направление развития они нашим народам задали, да, и какие последствия этих реформ, преобразований, процессов мы сейчас на себе несем и во многом под воздействием длящимся которых находимся. Вот для оценки всего этого, для того, чтобы лучше это проанализировать, во многом вообще впервые задаться вопросом о том, какое же влияние те или иные преобразования имели именно на наши народы, наши регионы, мы проводим этот курс. И сегодняшняя лекция наша посвящена коллективизации, программе и политике коллективизации на примере Удмуртии. Наш лектор Надежда Антоновна Замятина, историк, кандидат исторических наук из Удмуртии. Она автор кандидатской диссертации вот по этой тематике. И мы благодарны Надежде Антоновне за то, что она также нашла время и возможность присоединиться к нам и провести у нас эту лекцию. Я от себя добавлю, мне кажется, тема коллективизации для нас очень важная, очень интересная, потому что это, наверное, один из таких последних гвоздей в крышку гроба такой, скажем, ну, традиционной удмуртской общины сельской. И это один из таких как бы процессов, который привел к разрушению этой общины и к тому, что она преобразовалась там в какое-то в другое состояние, там, о котором можно говорить отдельно. Ну, как минимум, упадок вот таких как бы институтов внутриобщинного регулирования, он прямым образом, но, на мой взгляд, связан с коллективизацией. Возможно, Надежда Антоновна иначе расставит акценты, но в любом случае мы будем рады разным точкам зрения и дискуссии. Так что я передаю слово Надежде Антоновне и спасибо большое всем вам еще раз. Добрый вечер. Я рада приветствовать. Очень благодарна Артему за предоставленную возможность поделиться своими знаниями этой темы. Хотя, в общем-то, в принципе, диссертация моя не совсем об этом, а скорее о неких последствиях экономических и вообще, что произошло потом в деревне после этого. Да? Но, тем не менее, так или иначе, вопросами коллективизации мне приходится заниматься и изучать их. И мне бы хотелось этими знаниями поделиться. Не знаю, открою ли вам я Америку, открою ли вам какие-то новые знания, но тем не менее мне бы хотелось поделиться своим взглядом на эти очень трагичные события не только для удмуртской деревни, а вообще, в принципе, для российской деревни. И тема выступления моя обозначена как коллективизация в Удмуртии. Еще раз, зовут меня Надежда Замятина. И прежде чем начать говорить предметно о коллективизации в Удмуртии, я позволила бы вам напомнить, что такое коллективизация вообще. Экономическая политика объединения единоличных крестьянских хозяйств, коллективные колхозы и совхозы, которая проводилась в Советском Союзе в период с 28 по 1937 годы. Вообще, если говорить о историографии этого процесса, четко выделяются три больших этапа, и это характерно для многих событий, явлений, процессов, которые протекали в советском государстве. Это, собственно, оценка этих событий, которая происходила в советский период, для которого характерно прежде всего обоснование каких-то объективных предпосылок, наличие предпосылок, прежде всего обоснование необходимости использования тех или иных
форм и методов претворения в жизнь этих явлений, ну и, собственно, анализ прежде всего с позиции положительных итогов этих событий. Аналогично все относится и к коллективизации. Значит, ученые отмечали объективную необходимость этих событий, но обосновывали или где-то, может быть, замалчивали те формы и методы, и способы осуществления коллективизации. Ну и, конечно же, изначально анализировали прежде всего положительные последствия коллективизации. Когда в 1985 году началась перестройка в Советском Союзе и следом за этим началась эпоха гласности, на советское общество ловили какой-то вот такой, я не знаю, в моем впечатлении, представлении студента того времени, это было обрушение какой-то лавины информации, которую мы не в состоянии были даже, наверное, переварить, как-то адекватно оценить. Прежде всего, негативной информации и прежде всего и о способах и формах осуществления коллективизации. Самое главное, о негативных последствиях. И отсюда, и, в общем-то, вот в этот период, может быть, это было крайне нужно тогда, шла именно негативная оценка, ставилось под сомнение наличие объективных условий, необходимости коллективизации, анализировались какие-то альтернативные варианты развития сельского хозяйства, но и, конечно же, подвергались критике и формы, методы осуществления коллективизации, и, конечно же, как бы в первую очередь анализировались негативные последствия этого события. Нужно сказать, что современная историография процесса коллективизации, она уже несколько трансформировала точки зрения на эти события, и вот, на мой взгляд, представляет собой некую коллаборацию вот этих вот оценок, которые давались в советском период, и оценок, которые давались уже в постсоветское время. Ну вот на примере двух цитат доктора исторических наук Михаила Александровича Безнина я могу, в общем-то, вот дать такую характеристику, то есть его цитаты наиболее полно, наверное, характеризуют сегодняшнюю науку о коллективизации. Он считает, что коллективизация была шагом вперед, жестоким, кровавым, но в определенном смысле закономерным. Но еще одна такая цитата. «Россия пошла путем первоначального накопления капитала в классическом жестком варианте. Главным его периодом была коллективизация». Ну, нужно сказать, что, в принципе, как бы я являюсь сторонницей, наверное, такого подхода, потому что анализ экономической, прежде всего, анализ экономической ситуации, которая предшествовала коллективизации, говорит о том, что, в общем-то, какие-то кардинальные изменения крайне необходимы были. И, конечно же, полностью согласна, что те способы и формы, и методы, с помощью которых все это происходило, они были действительно жестокими и кровавыми для непосредственно самого большой социальной группы, которую представляли собой крестьяне в Советском Союзе. Ну и, собственно, конечно же, последствия этого события, они тоже, в общем-то, неоднозначны, и об этом мы сегодня с вами поговорим. Конечно же, перед тем, как начать разговор, собственно, о коллективизации, мы должны с вами определить, какие же были предпосылки, и были ли эти предпосылки этих событий, этого процесса. И для этого нам нужно просто проанализировать, что вообще представляло собой сельское хозяйство накануне коллективизации и вообще, что представляла собой деревня. Мы с вами будем говорить об этих сложных событиях советской истории на примере Удмуртии. Нужно сказать, что, конечно же, анализ этих сложных процессов, который представляет собой анализ данных в целом страны, он должен и нужно, наверное, да, подтвердить или каким-то образом дополнить какими-то новыми красками, новыми гранями, дополняется тем анализом тех событий, этих же событий, которые проходили в национальных каких-то окраинах Советского Союза, поскольку имели свои специфические черты, и даже если они их не имели, то мы можем объяснить, почему они не имелись, и если они были, то мы можем понять, почему эти специфические особенности
были. Ну, вот что представляло собой сельское хозяйство, собственно, Водской автономной области накануне коллективизации. Ну, будем вот брать 1928 год. Я здесь в тезисном виде дала какие-то определила особенности. Ну, во-первых, что представляла собой Водская автономная область? Типичный национальный аграрный регион Советского Союза. Большинство населения проживает в сельской местности, более 90%. Это многонациональный аграрный регион. Нельзя сказать, что это здесь проживали только удмурты. Здесь компактно проживают удмурты, татары, русские, такой вот многонациональный регион. И в основном основным своим занятием считают, конечно, сельское хозяйство. И вот если говорить о сельском хозяйстве, из всех его отраслей основное занятие, конечно же, для них было земледелие, пашенное земледелие. Но и в начале, то есть в 20-е годы 20 века для характеристики уровня развития сельского хозяйства многие специалисты используют термин слаборазвитое. В чем это слабое развитие оно определялось? Ну, во-первых, тем, что крестьянство вне зависимости от этнического происхождения, вне зависимости от региона проживания, потому что Водская автономная область протяженно с севера на юг, и четко выделяются регион южный, регион центральный и северный регион. И даже несмотря на такие различия, крестьянское хозяйство имело комплексный характер и, самое главное, натуральный. Все необходимое для жизни крестьяне предпочитали производить сами. И, собственно, на рынок они вывозили не так много продуктов. Даже можно считать, что вот это вот стремление, оно близилось к нулю. Кроме этого, вообще нужно сказать, что Российская империя еще в конце 19 века, вот само экономическое развитие Российской империи требовало осуществления аграрной революции. То есть промышленность набирала обороты, а основное население проживало в сельской местности, и как бы оно было вне рынка сбыта, вне рынка труда, и требовалось прежде всего решение, время требовало необходимости создания таких условий для того, чтобы основной аграрный производитель оказался без средств производства. Но, к сожалению, эти события, вот это вот естественное развитие событий, оно было прервано политическими событиями, и Первой русской революцией, и Первой мировой войной, и, собственно, революционными событиями 17 года и гражданской войной. И вот как бы все это вот повестка дня, связанная с аграрной революцией, она откладывалась и откладывалась. Кроме того, все эти события, помимо того, что, естественно, сократилась численность населения в результате революционных событий, и в большинстве своем здесь пострадали основные производители, то есть мужчины пострадали, и это привело, кстати говоря, к тому, что в 20-е годы наблюдалось явление, когда, в общем, в области наблюдалось перенаселение, естественно, перенаселение, да, очень высокая продовольственная нагрузка допустим, на 1 гектар земли, да, в то же время наблюдался процесс недостаточного количества основных производителей, основных работников на тот же гектар земли, да, и это, конечно же, приводило к тому, что земля некачественно обрабатывалась. Но проблема перенаселения и продовольственной такой серьезной нагрузки на землю, вот эта вот проблема, конечно же, для Удмуртии была характерна. Но и вот возвращаясь к слабому развитию сельского хозяйства, нужно сказать о том, что крестьяне вынуждены были сокращать производство, и все мы знаем, и как бы очень часто используем, что после гражданской войны крестьяне сократили производство на 60%. Это было, в общем-то, очень существенное сокращение производства. И, собственно, даже если мы говорим о том, что к середине 20-х годов, даже ближе к концу 20-х годов, земледелие, мы можем говорить о том, что восстановлено было сельское, значит, по крайней мере, довоенный уровень земледелия, то, допустим, в животноводстве эти показатели не были восстановлены.
Еще один очень существенный, такая существенная характерная черта для сельского хозяйства была в такой картине, которая наблюдалась, и это явление было свойственно не только удмуртской деревне, но, я думаю, наверное, всей средней полосе было свойственно это явление. Это прежде всего нивелирование крестьянства, дифференциация в деревне. Дело в том, что зажиточная часть деревни в годы гражданской войны, ну, во-первых, нужно сказать, конечно же, и Первая мировая война здесь сыграла свою роль, но в годы гражданской войны первый, значит, этап борьбы с кулаком был именно тогда, и вот эти 3-4% кулачества, которые были в деревне Удмуртии, они были, то есть были созданы такие условия, что, в принципе, эти хозяйства были уничтожены. И произошло процесс не только нивелирования крестьянства, да, то есть вот как бы какую-то представляли они единую мощность, не очень значительную, то есть это мощность, ну, в общем, если короче сказать, да, значит, происходит процесс уничтожения зажиточной части, и к зажиточной теперь уже относятся те, кого раньше относили к середнякам, значит, середняцкая вот эта вот масса, это раньше были бедняками, то есть вот такой вот произошел процесс перемещения некоторой дифференциации, ну и еще к этому моменту происходят постоянные переделы и в пользу бедняка в том числе, и происходит процесс, когда бедняки получают землю, которая лишается вот некая зажиточная часть, поэтому мощности всех крестьянских хозяйств примерно одинаковые. Все это создавало очень сложную картину. Вот прежде всего, возвращаясь к вопросу, какое хозяйство вели крестьяне, вот тут вот показатели, есть некие цифры, да, которые говорят о том, что практически 40% произведенного продукта крестьяне потребляли сами, значит, семенные потребности в хозяйстве составляли около 26%, кормовые потребности 17-21%, и только где-то вот в пределах 1-2% крестьяне могли увести на рынок. Собственно, вот я бы обратила внимание на вот этот остаток, а это годы 25-26, это будет важно нам в последующем, когда мы поговорим еще об одном очень серьезном явлении, которое было в деревне Удмуртии. Итак, остаток представлял собой всего вот 14%. Итак, в целом, если вот резюмировать, что же такое крестьянское хозяйство накануне коллективизации, я бы сказала, что это было мелкое крестьянское хозяйство, которое ориентировано было на внутреннее потребление. Я сегодня, наверное, буду очень часто вспоминать свою бабушку. Мне, к счастью, удалось с ней пообщаться. Она много интересного мне рассказывала, правда, это было в детстве, и уже, собственно, анализировала я все ее воспоминания, уже будучи зрелым историком, да, возвращаясь к тому, что она мне говорила. Она мне говорила о том, что вот эти годы, 20-е годы, были, наверное, самыми счастливыми в ее жизни, поскольку это были единственные годы, когда они ели досыта. Вот еще раз как бы подчеркивая вот эту вот направленность хозяйства на внутреннее потребление. Даже вот с учетом того, что в это время ей было 20 лет, это как бы время молодости, и очень многие явления воспринимались в радужном, оптимистичном свете, да, тем не менее, вот подчеркивание, что это самые лучшие годы, когда они ели досыта, в общем-то, вот было, наверное, очень важно. Ну, то есть вот такая характеристика этого периода в развитии сельского хозяйства в Удмуртии. Но так могло существовать недолго, поскольку конец 20-х годов, я, конечно, не специалист в международных отношениях, могу только судить об этом с точки зрения учителя истории. Конечно же, ситуация в стране была очень сложная, международная обстановка была сложная, и, конечно же, крайне необходимо было модернизировать страну, то есть на повестке дня стоял вопрос модернизации и, прежде всего, тех механизмов, тех способов финансирования этой модернизации. И так получается, что краеугольным камнем этой индустриализации стали крестьяне. Крестьяне
так как они основные производители зерна, который был главным, наверное, источником финансирования. Зерно было главным источником финансирования начавшейся индустриализации. Нужны были новые технологии, их нужно было приобретать, деньги на это были нужны. Я, конечно, понимаю, что, может быть, я рассказываю очевидные вещи для многих историков. Я вижу, что здесь очень много моих коллег, но, тем не менее, для того, чтобы мне самой вот как бы логично рассказывать, мне бы очень хотелось об этом вот констатировать, вот эти вот некие тезисы, да, что сельское хозяйство, оно уже не соответствовало реалиям того времени. То есть вот те производственные отношения, тот способ производства, мелкотоварный способ производства, который существовал в российской деревне, он уже, создавал серьезные трудности стране. И иметь такую, я понимаю, что для Удмуртии это более 90% сельского населения, да, независимое от государства это население было, потому что они были, конечно, я понимаю, что отношения, связанные с собственностью на землю, были очень сложными, да, но крестьяне, они ощущали себя собственниками своей земли, и с ними что-либо сделать, то есть у государства не было тех финансовых или каких-то экономических рычагов, молниеносного воздействия на крестьян, чтобы у них изъять вот так необходимый источник финансирования, зерно я имею в виду, да, и что-то предложить взамен крестьянству, тоже было очень сложно, но и нужно сказать, что вот это вот мелкое крестьянское хозяйство, оно и, собственно, с трудом было вот этим вот рынком сбыта, поскольку даже не потому, что средств у них не было, да, из-за того, что они на рынок не шли, вот использовать сложные какие-то орудия труда в рамках вот этого мелкого хозяйства было просто нерентабельно. И крестьяне просто, в общем-то, вот эти сложные орудия им были не нужны. И куда ни поверни, везде получалось, что вот именно для государства это мелкотоварное производство, аграрное, оно было просто неудобно. Заставить сдать по дешевой цене хлеб очень сложно. Хлебозаготовительный кризис страны в 27-28 году явно показали это. Заставить их использовать сложные орудия труда, которые, в общем, индустриализация стала наращивать производство, тоже очень сложно. Мощности этого хозяйства незначительные. И поэтому нужно сказать, вот я тут тезис напишу о том, что это хозяйство не способно было резко увеличить товарное производство. На макроэкономическом и микроэкономическом уровне альтернативы для развития сельского хозяйства в тех условиях, кроме коллективизации, были неперспективны. Либо это был длительный срок, в случае, если мы говорим об альтернативах, альтернативных учениях, например, того же Бухарина или Рыкова, да, когда нужно было долго приучать крестьян к операции от потребительской переходить к производственной, этот процесс был длительный, и насколько стране это время могло быть у страны, да, это тоже, в общем, проблематично. Если говорить про микроэкономические уровни, я уже сказала, что оно себя исчерпало, это вот маленькое хозяйство. Еще, если говорить об развитии товарности, прежде всего, частных вот этих вот крестьянских хозяйств, то нужно еще и говорить о том, что если превращать их в товарные хозяйства, то это, конечно же, пахнет капиталистическими отношениями. А это никак в идеологию советского государства не входило. И, собственно говоря, в программных документах партии еще до революционных событий 1917 года было определено основной вариант развития сельского хозяйства. Это прежде всего появление крупных коллективных аграрных хозяйств, которые были основными товаропроизводителями. Еще склонить к добровольному созданию коллективных хозяйств тоже было крайне сложно. Вот этот консервативную социальную группу крестьянства было тоже очень сложно. Ну и я понимаю так, что у партии большевиков, поскольку вот программные документы, они определяли такое направление развития способов медленного формирования таких коллективных хозяйств, в смысле они были, но это было медленное развитие, заставить было, убедить
попросить крестьян, значит, создать эти крупные коллективные хозяйства было, ну, не представлялось возможным. И понятно, что большинство партий склонялось к идее вот использования насильственных методов в создании крупных этих коллективных хозяйств. Но поскольку я думаю, что почему именно эти методы? Ну, поскольку большинство партий тогда составляли люди, пришедшие в партию в годы гражданской войны, в годы, когда партия использовала очень часто насилие как главный аргумент в спорах и в противостоянии со своими официальными оппонентами. Ну, в общем, вот поэтому коллективизация, я считаю, была закономерным результатом всего развития сельского хозяйства в 20-е годы. Когда мы говорим о коллективизации, мы имеем в виду прежде всего события, которые проходили в 1929 году, год сплошной коллективизации. Но очень многие исследователи выделяют два этапа коллективизации, не сплошной, но тем не менее создание крупных коллективных хозяйств, крупных коллективных аграрных хозяйств. И вот применительно для Удмуртии исследователи выделяют два этих этапа. Первый этап – это, собственно, в годы гражданской войны, когда возникают коллективные хозяйства, создают их прежде всего беднота, которые увлечены идеями коммунизма, не некими примитивными, не совсем, может быть, им понятными идеями справедливого мира. Эти коллективные хозяйства появляются в 1918-1924 году. В основном в своей массе это коммуны, то есть с полным обобществлением всех средств производства и вроде как с необходимостью и осуществления коллективного труда и коллективного распределения от каждого по труду, каждому по потребностям, да. Так, по крайней мере, выражалось. Но просуществовали они недолго и очень быстро распались. И вообще сам факт существования, ну вот, например, анализируя фотографии тех времен, которые есть в фондах Национального музея Удмуртской республики, да, когда преобладают только лишь либо индивидуальные, либо коллективные портреты, да, позволяет сделать такое предположение, что колхозы были, но были они, в общем, только на бумаге, поскольку вот не было фотофиксации действий каких-то. Собственно, второй этап, к которому относятся годы НЭПа, это этап, когда появляются уже новые формы коллективных хозяйств, и артели, и товарищества, но возникают они прежде всего благодаря некой экономической политике большевиков, когда кредиты на приобретение сельскохозяйственных орудий труда, значит, механизированных орудий труда, выдавались преимущественно таким коллективным хозяйствам. И вот этот аргумент тоже, в общем-то, был очень таким важным, весомым, но процент образованных таких коллективных хозяйств был небольшой. В результате вот 1928 году таких коллективизированных хозяйств, такие хозяйства объединяли всего лишь 0,5% крестьянства Удмуртии. Ну и степень обобществления была крайне незначительной, и практически отсутствовал труд, общественный труд, да, и зачастую такие коллективные хозяйства появлялись даже, например, на совсем несвойственных аграрному труду, например, лесозаготовках, бывших промыслами для крестьян. Ну, в партийных документах того времени и районных органов власти и областных органов власти есть сведения о том, что очень многие такие хозяйства образовывали даже зажиточная часть деревни. Но и вот здесь преобладают, конечно же, коллективные портреты, но тоже совершенно отсутствуют фотографии, фиксации вот именно каких-то определенных действий. Но если нет, то есть не фиксируют действия, значит, закрадывается вполне очевидно сомнение, а было ли действие вообще. Вот это вот тот опыт, который был в области к моменту, собственно, сплошной коллективизации. Когда говорят о коллективизации в Удмуртии, да, всегда вспоминают два таких явления, очень ярких явления, которые и формируют некие особенности самого процесса сплошной коллективизации. Наличие в Удмуртии общины, причем сказать, что община, сельская община была свойственна только Удмуртам нельзя, были распространены и в других регионах России, поскольку
это очень долго можно об этом рассказывать, да, весь сложившийся природно-климатические условия, какие-то социальные условия, они сохраняли общину в российской деревне и сохраняли ее в Советском Союзе, эту общину, вплоть до коллективизации. Удмуртская община, она, очень много можно говорить об общине, да, но я вот так вот очень тезисно. Очень часто, ну, может быть, это вот у меня такое впечатление о том, что говоря о каких-то специфических чертах коллективизации в Удмуртии, используют слово «кинеш». Вот. Хотя община, удмуртская община, соседская община, да, поземельная, она называлась Бускель. Значит, она регулировала практически все сферы жизнедеятельности и, конечно, соответственно, и аграрное производство тоже регулировала. В ее видении было перераспределение земли и, собственно, очень часто перераспределение земель, оно зависело прежде всего от того, что община пыталась сохранить некие условия справедливости внутри общины, чтобы у всех были равные условия. И, собственно, кинеш– это христианский сход, который и решал все эти вопросы на основе обычного права. Все вот эти вопросы регулировались на кинеше, принимались какие-то решения, которые потом и эти решения, собственно, и реализовывали. Собственно, когда говорят о правах человека и о кинеше, конечно же, в первую очередь мы имеем в виду право голоса на кинеше, реализация права голоса. Но вот у нас в педагогике, я всегда себя чувствую учителем, учитель никогда не бывает в прошедшем роде, да, значит, у нас в педагогике всегда говорили, что основным человеком, который нарушает права человека, является родитель. Не знаю, это мое мнение. Со мной можно, конечно, не согласиться, со мной можно спорить. Я, конечно, не глубокий специалист общины, но я считаю, что основные экономические права частных собственников, частных пользователей, да, земли, крестьян, они нарушались общиной. Вот это в попытке создания справедливого мира зачастую, в общем-то, нарушались права как бы определенной части деревни. Одной из функций сельской общины была прежде всего формулирование какого-то коллективного протеста, да, с целью защиты вот этого сельского сообщества от внешней среды, прежде всего, наверное, государства, да, значит, вот это формулирование протеста, оно происходило на кинеше. И когда действительно происходила коллективизация и поводов для формирования среди крестьянства вот этого протеста было предостаточно, конечно, формулировалось оно именно на кинеше, и выразителями ее были прежде всего лидеры кинеша. Ну, ничего какого-то специфичного, я думаю, в практике кинеша, в отличие как бы от других сельских общин, в удмуртской общине не было. Все те же были полномочия, все те же функции, вот, с небольшими, может быть, вариациями. Но дело в том, что кинеш стал таким нарицательным, наверное, приобрел такую нарицательную, ну, как бы негативную окраску, оценку кинешу дало вот Дарвайское дело, которое придало тоже, в общем, некие особенности коллективизации сплошной. Дарвайское дело – это обычный, ну, обычный, необычный, но тем не менее, это судебный уголовный процесс, который проходил в конце 1928 года, значит, в Ижевске. Стал он известным за пределами Удмуртии, и, в общем-то, имя Удмуртии прогремело на всю страну. А, собственно, в общем-то, что же произошло? Произошло то, что, значит, в июне, 26-27 июня 1928 года в 3 деревнях Лударва, Юйская и Непременная Лудзя были проведены массовые телесные наказания крестьян из-за того, что они вовремя не отремонтировали так называемые изгороди, прясла. Дело в том, что традиционно у удмуртов было очень интересное животноводство, где отсутствовали пастухи, животных отводили на специально отводимые территории, и основные посевы вот от этих пастбищ, они огораживались пряслами. Понятно, что если где-то каждая семья имела свой, значит, участок,
в этой изгороди, должны были этот участок ремонтировать и держать, в общем-то, в надлежащем виде. Малейшее, конечно же, отсутствие ремонта этих прясел могло привести к массовым потравам. Потрава в июне – это очень существенные и имело последствия, потому что крестьяне, чьи земли были истоптаны животными, они, конечно же, не давали такого урожая большого, но это было очень серьезное нарушение. И крестьяне, в общем-то, в принципе, вот 26-27 июня обычными нормами, как это было принято в сельской общине, в договорах между вот этими общинами, граничащими между собой, отрегулировал этот процесс. Когда об этом узнала партийная общественность, советская общественность, в общем-то, из этого раздули дело. В результате судебный процесс, который начался в декабре 1928 года, осудил 10 крестьян на основании статей 58, 109 и 110 Уголовного кодекса, значит, приговорил их к 10, по-моему, годам лишения свободы. И, ну, в общем-то, имело огромный резонанс даже в центральной печати. Это событие классифицировали как борьбу зажиточной части деревни с бедняками, нарушение прав бедняков. И это событие в конечном итоге привело к проверке деятельности областной парторганизации. И были сделаны очень нелицеприятные выводы этой комиссии, недостаточной работе с бедняком, недостаточной работе с зажиточной частью деревни. В общем, значит, партийное руководство было очень сильно напугано. И напомню, это был конец 28-го, начало 29-го года. И, собственно, уже летом 1929 года начинается сплошная коллективизация, которая является темой сегодняшнего нашего разговора. Вообще, это реализация 15-го съезда, решения 15-го съезда партии. И вот, собственно, как же видели коллективизацию накануне ее республиканские партийные органы. Летом 1929 года на 12-й областной партийной конференции было принято решение о начале коллективизации. Были установлены сроки, уровень охвата процесса коллективизации крестьян. Ну, в общем-то, было запланировано то, что к концу первой пятилетки к 1933 году будет коллективизировано 30% крестьянских хозяйств. Область была отнесена к третьей группе территорий, которые подлежали коллективизации. Но уже буквально в конце лета, в начале осени 1929 года вот эти события приобретают, ну, как бы широкий размах, что ли, набирает такой, маховик набирает такие страшные обороты, которые в конечном итоге вылились в то, что к марту 1930 года чуть ли не 100% крестьян были коллективизированы в Удмуртии. Значит, каким образом все это происходило? Значит, было, во-первых, такая вот широкомасштабная, была проведена в деревне в мае-январе подготовка к этому, были проведены переделы земли в пользу беднейших слоев деревни, были ликвидированы хутора, была проведена чистка советского и кооперативного аппарата от чуждых элементов. Кроме этого, уже в 28 году начинается набор так называемых работников заводов, которые должны были отправлены на временную работу ответственных работников с целью оживления работы деревенских парторганизаций. В декабре 1928 года таких бригад было сформировано 25, и в составе их было 184 человека. Большая часть из которых были рабочие Ижевского завода. Перед ними не была пока поставлена задача создания коллективных крестьянских хозяйств, но тем не менее ситуация выходит, то есть летом уже 1929 года от этих ответственных работников партийные органы, прежде всего областные органы, требуют форсировать создание коллективных хозяйств крестьянских. И к осени уже, к ноябрю, точнее, 1929 года эта задача ставится и перед еросами, районами
в том числе, так они назывались тогда. Еросы тоже формируют такие бригады, значит, уже худо-бедно их обучают, прежде всего, наверное, каким-то азам коммунистической идеологии, ставят перед ними задачу во что бы то ни стало осуществить создание крупных коллективных хозяйств. Каким образом все это происходило? Есть огромное количество, вот эти уполномоченные ездили по населенным пунктам, по деревням на общих собраниях осенью 1929 года ставили вопрос крайне остро по поводу вот создания этого коллективного хозяйства. Значит, ну вот есть такие описания. Нижегородский рабочий Шаудин записывал в колхозе в Кесском районе таким образом. Пришел на собрание, вынул из кармана наган, положил на стол, затем чистый лист бумаги и обратился к собранию крестьян с речью. Товарищи крестьяне, вот вам две дороги. Одна к социализму, путь к нему через колхоз, а вот дорога к капитализму. Это кто не хочет идти в колхоз. Поняли? В жутком молчании остались собравшиеся. Ставлю на голосование. Кто в колхоз? Поднимите руки. Подняли все. Опять же, я сейчас обращусь к воспоминаниям моей бабушки. Жила она в починке Мыркашмеса, нашего Ероса тогда. Она рассказывала о том, что вот, значит, уже, наверное, такой глубокой осенью, ранней зимой собрали их всех вместе. И вот бабушка, которой было 22 года, рассказывает о том, что приехал какой-то человек в кожаной куртке, также сел за стол, значит, положил там наган, сказала бабушка, на стол и сказал, что вот кто вступит в колхоз, тому будет счастье, а кто не вступит в колхоз, ожидают, в общем, суровые меры. Бабушка вспоминала о том, что тех, кто, в общем-то, открыто выступил против колхоза, искупали в проруби. Для нее это было такое вот яркое впечатление, она об этом довольно-таки подробно рассказывала, о том, что, в общем-то, у них не было выбора, и все они вступили в колхоз. И вот, в принципе, вот здесь вот на диаграмме мы видим о том, как же происходил этот процесс, какие он имел результаты. То есть вот 1 января практически с начала февраля 50% крестьянских хозяйств уже были в колхозах, а вот уже к 1 марта количество этих крестьянских хозяйств стремительно уже движется к 100% практически. Причем, когда я анализировала эти процессы с точки зрения вот экономических последствий, да, когда я увидела, что в документах областного комитета партии было написано, что же будет в результате, да, о том, что будут создаваться 2500 крупных колхозов-гигантов, которые будут объединять 25 тысяч пашенных площадей, да, и что только одна экономия, это структурное подразделение этого крупного колхоза, значит, должно было объединить 250 крестьянских хозяйств. И вот тут вот на примере мы видим, что колхоз-строитель социализма объединил 251 селение с 11 тысяч 458 крестьянских хозяйств, которые располагали 157 тысячами гектаров земли. То, в общем-то, фактически нужно сказать, что это были нереальные цифры. Ну, все, что творилось тогда, это было, наверное, на грани какого-то абсурда. Но этот абсурд имел реальные какие-то последствия. Вообще лучше всех, я считаю, этот процесс описал Шолохов в поднятой целине. Там все прям поэтапно, по дням можно проследить, как же процесс этой сплошной коллективизации проходил. Когда вот крестьяне голосовали за вступление и начиналось обобществление, причем обобществление не только мертвого инвентаря, но и живого инвентаря, да, то есть я имею в виду, значит, и на уровне животноводства, и когда при полном отсутствии каких-то больших помещений крестьян, значит, объединялось, не буду говорить слово конфисковалось, да, объединялось и зерно,
и лошади, и коровы, и овцы, и свиньи, да, при этом как бы ведь этот процесс не был организован, то есть в документах написано, что, а это, допустим, тот же самый январь, февраль, март, да, под снег уходило сортовое зерно, под снегом находились железные орудия труда, не кормленные коровы и лошади, они, конечно же, мычали и ржали на все деревни, приводя в ужас крестьян, которые считали членами семьи, считали этих животных, потому что они были кормильцами. Конечно же, вот я сейчас понимаю, вот, ну, как бы переводя на себя, да, вот если у меня это имущество мое заберут и вот таким образом оставят его гибнуть, это, конечно же, приводило к очень социальному шоку крестьянства, и понятно, что долго это продолжаться не могло. Но вообще вот как бы когда я готовилась к этому выступлению и мне определили круг вопросов, которые, в общем-то, хотели у меня услышать, да, от меня услышать, конечно же, был вопрос, а вообще как реагировали на эти процессы крестьяне? Ну, во-первых, уровень организованности, даже несмотря на то, что у крестьян была сельская община, да, ну, во-первых, это был шок. Во-вторых, не знаю, я так считаю, что вот ментальность такая у удмуртов, отсутствие вот как бы желания, что ли, отстаивать свои интересы такими активными формами. Но это мое предположение. Вот я не встречала данных об активных организованных формах сопротивления этому процессу, а процесс был ну, широкомасштабный. Представьте, практически у 100% крестьянства изъяли их непосредственные средства производства. То есть изъяли у них все, чего они, значит, создавали своим трудом. Я могу только воспользоваться мнением коллег, и вот тут зачитать из статьи Филатова «Контрреволюционное преступление в сельском хозяйстве». Я, конечно, понимаю, что я никак не вписываюсь во время, но тем не менее. Значит, вот что пишет Филатов. Он пишет о том, что стало исключением Волжская область. Произошло резкое увеличение судебных дел по контрреволюционным правонарушениям за первое полугодие 30 года. В области осудили 283 человека, в том числе 207 кулаков. Весной 1930 года кулаки совершили 7 убийств, 202 избиения, было выявлено 757 случаев антисоветской агитации, 389 случаев угроз. Ну и вот по неполным данным, во время второй волны коллективизации был отмечен 491 случай кулацкой, вредительской и террористической деятельности. Конечно, цифры как бы не впечатляют своими размерами, и нужно сказать, что если говорить о каких-то формах сопротивления, то они были, наверное, вот каким-то пассивным сопротивлением, которое тоже и Шолохов описал в «Путнице целине», когда забивали массово скот, прежде всего это свиньи, овцы, потом распродавали имущество, такое тоже было, и это было как бы лозунгом в колхоз без собственности, вот такой какой-то. Это было и проявлением, ну, наверное, некого отчаяния, шагом отчаяния, что же делать в этих условиях, когда у тебя забирают все последнее. Вот входи в колхоз без средств к существованию. Вот я у себя тезисы вижу, да, вот такой был лозунг. И, конечно же, ситуация к марту 1930 года, она накалилась до такой степени, это в полной мере осознавали партийные органы, которые не везде так пассивно сопротивлялись вот этим мерам принуждения крестьян. И очень интересный ход конем сделал, конечно же, Сталин. Неожиданный он был для многих деятелей партии, неожиданный был для крестьянства в том числе. 2 марта 1930 года Сталин опубликует свою статью, которая называется «Головокружение от успехов», и где он прежде всего, значит, вот эту вот ситуацию констатирует, сложную ситуацию, и всю ответственность возлагает прежде всего на низовые органы власти, которые, собственно, по его мнению, не поняли директив партии, установок партии, хотя вполне очевидно, установка была одна.
значит, как можно быстрее закончить коллективизацию, значит, объединение крестьянских хозяйств в коллективные. И сразу же после этого, когда до крестьян дошли вот эти известия о том, что крестьянам разрешили выйти из колхозов, начинается массовый отход. В марте 1930 года начинается значит, массовый исход крестьян из колхозов. Но надо понимать, что не все, что изъяли у крестьян, ну, как бы крестьяне сумели потом себе вернуть. Определенные, конечно же, были прежде всего и семенное зерно, они утратили качество семенного, возвращенного семенного зерна тоже было, в общем-то, уже не то, оно пострадало, и, конечно же, инвентарь очень сложно было весь полностью вернуть. То есть это, конечно же, на каких-то мощностях крестьянского хозяйства это имело очень серьезные последствия. Раскулачивание, вот это очень сложный процесс, который был одновременно проходил вместе с коллективизацией и раскулачиванием. Это одна из форм устрашения крестьянской массы и один из самых главных аргументов их вступление в колхозы, и это будет не только в 30-м году, но и в 31-м году. Честно говоря, когда я анализировала документы, связанные с раскулачиванием, хотя, в общем-то, это тоже не совсем предметно его было исследование, я об этом долго думала, долго размышляла над этим, поскольку на защите диссертации мне очень много вопросов по раскулачиванию задавали. Кого считать раскулачиванием? Однозначно, значит, раскулачивание это крестьяне, которые были осуждены по 58 статье. Значит, и очень часто привлекали их по этой статье за вот критику действий, связанных вот с осуществлением коллективизации. Их очень часто объявляли врагами народа, значит, контрреволюционной деятельностью как бы им приписывали, хотя зачастую это, наверное, было сказано многими из них в порыве, в таком эмоциональном порыве, в состоянии аффекта, но тем не менее. Кто осуществлял раскулачивание в 30-м году? В 30-м году раскулачиванием занимались комитеты бедноты. Они определяли списки тех крестьян, кто будет раскулачен. Конечно, в первую очередь попадали те, кто был против вступления в колхозы. Есть такие данные, что вот зимой-весной 30-го года было раскулачено около 5000 крестьянских хозяйств. Но это где-то, в общем-то, это количество крестьянских хозяйств было в пределах, значит, вот 3-4%, которые были определены прежде всего вот, о том, что в российской деревне, в деревне Советского Союза тогда проживало где-то 3-4% кулаков. Вот. Нужно сказать, что большинство этих этих людей было потом реабилитировано, и они вернулись. В 1931 году уже, собственно, этим процессом руководит Нижегородская УГПУ. И это уже гораздо, в общем-то, сложнее, и последствия у этого этапа раскулачивания, конечно же, были более масштабными, более трагичными, поскольку осужденные вот уже или привлеченные к ответственности крестьяне по 58 статье, они подлежали высылке за пределы Удмуртии. Нужно сказать, что вот как бы я ни искала описи конфискации имущества у раскулаченных, я не находила. Единственное, где эти описи я видела, вот они очень ярко иллюстрируют, как же этот процесс происходил, да. Эти описи я нашла в одном из районных архивов, где было написано, да, что вот конфискуется имущество такого-то кулака, такой-то деревни, и шло вот неграмотно список конфискованного имущества: гусь, курица, подушка, там тулуп, и фактически вот он заканчивался какими-то 10 пунктами, этот список. Из списков было, то есть я оперирую не одними, не двумя списками, было достаточное количество. Я к чему? К тому, что, ну, фактически напрашивается два вывода. Либо раскулачивали всех подряд, не согласных
значит, и не имеющих значительные средства. Но, скорее всего, здесь был второй вариант, да, когда беднота сводила счеты с наиболее зажиточной частью, трудолюбивой частью деревни, и под видом конфискации происходил грабеж, и лишь незначительная часть конфискованного имущества попадала в этот список. Раскулачивание, еще раз подчеркиваю, оно использовалось лишь как фактор, во-первых, изоляции несогласной, такой наиболее активной части деревни, которая могла высказать свою точку зрения, свое отношение к коллективизации, могла возглавить, может быть, какое-то сопротивление этому процессу, ну и, собственно, вот изоляция этой части, ну и, собственно, устрашение всех остальных, для того, чтобы им было неповадно, и, в общем-то, они безропотно вступали в колхозы. Собственно, что же происходило дальше? То есть вот к лету 1930 года фактически в колхозах осталась незначительная часть, и только к июню, к июлю 1930 года 14% было коллективизированных, и опять же преобладает масса так называемых единоличных крестьянских хозяйств. С лета 1930 года партия берет совершенно, то есть лозунг не снимается, повестка не меняется, значит, задача остается прежней, только меняются методы, и уже здесь в большинстве своем преобладают экономические методы, связанные с обложением, с увеличением обложения, да, сельскохозяйственного обложения крестьянских хозяйств, какими-то преимуществами, прежде всего, в землеобеспеченности, то есть крестьянские хозяйства, которые объединились в коллективное хозяйство, получали преимущественно лучшие земли, значит, но, по моему мнению, наверное, наиболее весомый все-таки аргумент в пользу вхождения в колхозы, а этот переломный момент был все-таки, наверное, в 1932-1933 годах, когда более 50% было уже крестьянских хозяйств коллективизировано, да, собственно, процесс становится необратимым, и последние крестьянские хозяйства, они вошли в состав колхозов, либо покинули деревню в 1937 году. Вот мой дед, вообще удивительная, значит, такая история. По линии моей мамы родственники были, которые непосредственно принимали участие в сплошной коллективизации, были в числе вот людей, которые возглавляли вот эти бригады и ездили по деревням, проводили эти собрания, да. Вот семья моего отца, мой дед, собственно, Алексей Замятин, он был из числа таких крепких единоличников, середняков, которые вступили в колхоз только в 1937 году, то есть не последним единоличником был, который вот еще крепко держался. Бабушка вспоминала, что за вот этот период с 30 по 37 год их хозяйство, значит, подвергали конфискации 3 раза. Вот, собственно, так завершается сплошная коллективизация. И я еще раз подчеркиваю, что главным аргументом, наверное, были трактора, поскольку уже первые же 30-31 годы появляются первые машинно-тракторные станции, которые, в общем-то, воочию показали, что такое механизированный труд, и стали тем последним аргументом, который заставил крестьян вступать в колхозы. Собственно, какие это имело последствия? Ну, я понимаю, что меня, значит, здесь спросят про голод 32-33 года. К сожалению, я сознаюсь в том, что я не совсем готова ответить на этот вопрос, поскольку, я увидела в литературе, что наблюдались процессы, связанные с нехваткой продуктов питания. Но вот, если вы обратили внимание, я вот верну еще этот слайд, да, вот переломными годами массового прихода крестьян в колхозы все-таки был 32-33 годы. Я думаю, что, вероятнее всего, я не встречала литературу, в смысле в источниках, сведения
констатации о вот этих вот трудностях с продовольственным обеспечением, да, связано было прежде всего с тем, что все-таки советское правительство этот голод не признало. И еще раз вот по поводу голода я хотела бы вот напомнить ту таблицу, да, где первоначально, помните, процентное распределение урожая, которое происходило в крестьянской семье. Вот 14%, которые шли на запас, это проценты, которые не обеспечивали бы какую-то вот безопасность, продовольственную безопасность или продовольственное страхование семьи. То есть вот если 40% крестьянской семье необходимо на продукты, да, и 10% всего идет на запас. Понятно, что такого стратегического запаса не было у семей, и малейшие недороды могли привести вот к таким явлениям голода. Я все-таки думаю, что то колоссальное стрессовое состояние хозяйства в 30-е годы, когда вот этот процесс сначала объединения, потом раздачи средств производства, во многом, конечно, определил то, что был недосев, недобор урожая, и, конечно же, все это в конечном итоге могло привести к вот этим явлениям. Насколько это был очень масштабный для Удмуртии голод, я анализировала демографические процессы. Понятно, что переписи тех лет уже сомнительные результаты этих переписей, но тем не менее какие-то, в общем, вот демографические ямы в переписи 1937 года я не увидела. Скорее всего, такого масштабного голода в Удмуртии не было. Но это мое предположение. Я пока вот говорю, еще не могу оперировать какими-то цифрами, чтобы либо опровергнуть, либо как бы вот с этим своим тезисом. Но что получила деревня в конечном итоге в результате коллективизации? Получила деревня прежде всего, конечно же, формирование совершенно новых производственных отношений, основанных на коллективном труде, основанных на коллективной собственности. Все это очень сложно формировалось, зарождалось. Было огромное количество проблем, связанных и с распределением хоть такого незначительного продукта, который оставался в колхозах, да, как организовывался труд производственный, все это создавалось и формировалось уже в условиях, собственно, практики осуществления существования колхозов. Например, например, животноводческие фермы, к идее создания таких форм организации животноводства приходят только в 1933-1934 годы, а в 1931-1932 году, собственно, коллективизированный, обобществленный скот находился в хозяйствах, в индивидуальных хозяйствах, и там, в общем-то, содержался этот скот. Конечно, проще было с полеводством, но животноводство существовало таким образом. Нужно сказать, что в принципе каких-то серьезных изменений в производстве в аграрном не случилось. То есть чем занимались, тем продолжали заниматься. То есть вели комплексное хозяйство, и, собственно, были все элементы зернового земледелия, технической, значит, культуры выращивали, и, собственно, кормовые. Только вот доля кормовых культур резко увеличивается, да, то же самое можно сказать и про животноводство. Единственное, что таким существенным последствием стало то, что крестьяне вели два типа деятельности. Деятельность была в рамках коллективного хозяйства и деятельность внутри своего хозяйства, поскольку личное хозяйство крестьянам оставили. То есть у них было личное подворье, заниматься огородами и животноводством они могли, и частное личное у них было. Это было мощное подспорье для крестьян, прежде всего в производстве продуктов питания, поскольку та сложившаяся система распределения по трудодням, она, конечно же, полностью не обеспечивала колхозное крестьянство необходимым продуктом. Но, собственно, государство получило то, чего хотело.
она получила социальную группу послушных людей, послушных хозяйств, из которых можно было выгрести все возможное, весь возможный произведенный продукт. И, собственно, подавила все очаги сопротивления этому процессу. И, собственно, когда были отменены паспорта, когда из деревень стали уезжать не только, ну, как бы лишние люди, да, но и уже необходимые для деревни рабочие руки стали уезжать, да, крестьянство, значит, государство вводит отмену паспортов, превращая фактически крестьян в государственных крепостных крестьян. Так, по крайней мере, я вижу, как это выглядит. Но и что было результатом? Конечно же, на смену мелкому индивидуальному аграрному производству пришло крупное коллективное хозяйство, значит, хозяйство, которое стало использовать механизированный труд. Если говорить о хозяйстве в предвоенные годы, оно, конечно же, было по-прежнему оставалось комплексным и обслуживало все продовольственные потребности. Конечно же, значительно нужно констатировать этот факт. Коллективизация привела к значительному улучшению качества жизни крестьян, значительному сокращению потребления у колхозного крестьянства. И, собственно, очень часто решали вопросы, связанные вот с внутренним потреблением, крестьяне за счет собственного производства в личном хозяйстве. Еще раз, значит, к чему привело появление, значит, вот этих крестьянских хозяйств, потому что в 30-е годы основные трансформационные процессы в сельском хозяйстве были связаны с коллективизацией индивидуальных хозяйств. Основным их направлением стало появление функционирования коллективных хозяйств в аграрном производстве. При этом у непосредственных производителей было сохранено свое личное аграрное производство. И нужно подчеркнуть, что основное занятие крестьяне, которые считали основным своим полеводство, оно было организовано исключительно только в колхозе. Создало условия, появление крупных хозяйств создало условия для использования в сельском хозяйстве сложных орудий труда, но сразу изменить, значит, ручной труд они не могли. Ну и вот тут вот, наверное, в качестве такой зарисовки и хотела бы сказать, что, значит, вот как дополнение не встречала в письменных источниках, зато увидела, значит, вот в фотографиях Национального музея, фотографии, связанные с организацией крупных тепличных хозяйств, вероятнее всего в Ижевском уезде, близ Ежевском и Росе, поскольку здесь были основные потребители. Вот нигде не видела. То есть вот это вот новое явление, тепличное хозяйство, выращивание прежде всего таких огородных культур, как помидоры и огурцы. Ну и в заключении я хотела бы сказать, что коллективизация решила основные задачи, экономические и социальные задачи аграрной революции не были решены в ходе коллективизации. Основной производитель был лишен всех средств производства и, собственно, стал и потребителям индустриализации, поскольку сложные орудия труда, технически сложные, они стали поступать в сельское хозяйство, и, собственно, стал финансистом основным этой же самой индустриализации, и многие крестьяне пополнили ряды тех людей, которые, в общем-то, принимали участие в индустриализации. Ну вот, наверное, все. Я готова ответить на вопросы. Вижу вопрос про голод 20-х годов. Я благодарю за этот вопрос. В свое время, в начале своей научной деятельности, я этим непосредственно вопросом занималась, вопросом голода, поскольку очень часто мы, историки, да, очень многие явления, очень многие оценки берем у своих коллег, зачастую не подвергая их какому-то критическому анализу. Вот написано был голод, да, вот перечислены какие-то доказательства, и мы вот бесспорно этот тезис принимаем и транслируем этот тезис.
А тут мне, в общем-то, пришлось заняться буквально очень плотно и погрузиться очень глубоко в эти процессы голода, который бушевал по Волжье в 2020-2021 году, 2021-2022 году. Собственно, я занималась вопросами деятельности по ликвидации этого голода и последствиям голода, но вот когда я анализировала, прежде всего, критерии того, что тогда понимали под голодом, как они доказывали, был голод или не был голод. И вот мне, честно говоря, человеку, который рожден в деревне, да, было недостаточно вот этих аргументов, которые они приводили, и, собственно, голод я и не увидела. Что такое голод? Да, это отсутствие полное, ну, как сказать, недостаток продуктов питания, да, которое приводит вообще к прекращению функционирования физиологических организмов. Вот чисто случайно, повстречав статью об бродячих собаках, я прочитала термин, который называется физиологическая зима. И биологи пишут о том, что первая функция, которая отключается у живых организмов, когда они испытывают голод, это репродуктивная функция. И когда я перепись 20-х годов, она наиболее такая, ну, по крайней мере, достоверная, значит, и когда я по переписи увидела, что количество рожденных детей, оно соответствовало, ну, конечно, количеству смертей, там, ну, в общем, очень сложный подсчет. Я хочу сказать, что у меня получилось, что каждая четвертая женщина где-то родного возраста, она в этот момент либо была кормящей матерью, либо родила ребенка. То есть вообще никак не вписывается в понятие вот этой репродуктивной зимы. То есть фактически организмы людей находились в нормальном, здоровом состоянии. Дальше был еще один такой аргумент о большом количестве примесей, которые люди использовали в качестве пищевых добавок. Но это была весна 2021 года, да, и 2022 год тоже, собственно, вот если говорят о весне, то в качестве этих пищевых добавок перечислялись добавки, которые мы тоже в детстве просто ели. Вы знаете, вот там пестики, какие-то, значит, кислинку. Мы часто это использовали не потому, что у нас не было продуктов питания, а потому что мы как бы вот разнообразили свой пищевой рацион, дополняли продуктами, которые восполняли нехватку каких-то витаминов. Ну, в общем, честно говоря, критерии меня эти не убедили. И с точки зрения, прежде всего, вот анализа смертности и рождения в эти годы. И я на эти тезисы, честно говоря, не только публиковала, но и выступила на конференции. Мы даже немножко поспорили с учеными, но, в общем-то, они согласились с аргументацией, что вот, наверное, масштабы голода для Удмуртии, они были не такими существенными. И самой главной причиной, почему тогда область очень стремилась к тому, чтобы ее отнесли к районам, пострадавшим от голода, это был прежде всего главный аргумент, что эти области освобождались от продналога. 2021 год – это вот смена продразвездки продналогом. Все мы, опять же, как клише, повторяем об положительном значении смены продналога продразверсткой, но никто не вдается в детали о том, что продналог, он насчитывался по показателям 1913 года. Если сравнивать посевы 1921 и 1913, то там сокращение производства идет на 60%. То есть крестьяне должны были заплатить налоги за те земли, на которых они ничего не посадили. И область явно понимала, что продналог не будет исполнен, что им за это будет, они не знали, и поэтому нужно было сделать все, чтобы область отнесли к пострадавшим. Да, голод был, потому что вот я еще раз подчеркиваю, коллеги, что у крестьянского хозяйства индивидуально он всегда должен был быть запас какой-то продовольствия. И этнографы писали о том, что удмуртские крестьяне начинают ощущать дискомфорт, и у них возникает паника, если у них там не сохраняется запас в размере там 10 или там 8-летнего урожая, да, если у них этого запаса уже нет, то они начинают как бы вот
истерить по поводу отсутствия продовольственного страхования какого-то хозяйства. Нужно понимать, что гражданская война, потом вслед за ней и вот эти вот 20-21 год, которые привели к вот этому очень рискованному сокращению производства, они совершенно, как сказать, вымыли, то есть изъяли у крестьянского хозяйства тот необходимый стратегический запас, и любое хотя бы малейшее явление, связанное с недородом каким-то, земледельческим недородом, оно могло вот привести к таким явлениям голода. Но, скорее всего, это было просто недоедание. Вот, я бы так сказала. В общем, в масштабности голода 2020 года, 2021 года я сомневаюсь. И для меня это было важно еще на основании анализа того, что делали власти для того, чтобы ликвидировать голод, и что для этого делали, собственно, общественные организации, иностранные общественные организации, которые тоже сильно не помогали, так скажем, земледельческому населению. Да, Удмуртия, когда приводит аргумент, что Удмуртия была переполнена большим количеством беженцев, голодающих, просто Удмуртия была на пути из Поволжья беженцы, из районов очень сильно пострадавших, они уходили все в Кировскую область, и, конечно же, они шли по дорогам Удмуртии. Надеюсь, я вот как бы обосновала свою точку зрения, и меня поняли. Мгм. Да, спасибо. Есть такой комментарий, пишут удмуртские историки, например, Галина Никитина, отмечают очень негативное влияние коллективизации на традиционную культуру удмуртов, так как она держалась на таком типе крестьянства. Что вы скажете относительно такой стороны коллективизации, то есть ее влияния на традиционную культуру удмуртов? Знаете, я все-таки придерживаюсь точки зрения того, что мы с вами, то есть существуют некие закономерности, некие законы в развитии общества, да, и мы не можем избежать этого. Да, Удмуртия долгое время, удмуртская крестьянская деревня находилась в стороне от процессов индустриализации, но рано или поздно она была включена в эти процессы, и ценой прежде всего уничтожения вот этого уклада традиционного удмуртской деревни. Но я думаю, что коллективизация во многом трансформировала общину и сохранила ее. И это тоже то, что сформировалось после коллективизации, вот это вот запрет выезжать крестьянам за пределы сельских регионов, да, вот отсутствие этих паспортов во многом сохранил удмуртскую деревню и не позволил глубинно вот эти вот этим процессом модернизации проникнуть в деревню, по крайней мере, вот создав условия для того, чтобы крестьяне оставались в деревне и сохраняли свой традиционную культуру, традиционный быт. Вот я так думаю. Все равно, по моему мнению, община, она себя уже изжила. Это был не единственный институт общественный, который способен был сохранить удмуртскую идентичность и удмуртскую культуру. Такое мнение мое. Насколько сильно влияние коллективизации на ассимиляцию удмуртов в связи с массовым исходом в город? Ну, знаете, я думаю, что определенная доля тех, кто ехал в город, да, а город все-таки в Удмуртии, если говорить про Ижевск, это был носитель русской культуры, они утрачивали свое вот это вот, ну, как сказать, удмурты все-таки привыкли жить в миру, в обществе, да, и когда они уезжали, то они, ну, опять же, такое мое мнение, да, анализируя прежде всего деятельность первых просветителей удмуртских, мне кажется, при всем своем стремлении сохранить эту связь, они ее утрачивали. Они все-таки воспринимали образ жизни. Не знаю, насколько образ ментальный, вот это, да, вот ощущение того, кто ты, да, в этом мире, но чисто внешний образ жизни они, ну, усваивали городской, я не буду его идентифицировать с русским, он был просто образ жизни другой, городской, и, конечно же, утрачивали вот этот вот возможность
получить какую-то коллективную поддержку. Вот что, вот я думаю, вот такое происходило, и действительно несколько дезориентировались они в этом мире. Даже вот, мне сложно сейчас выразить все это, но я считаю, что незначительная часть удмуртов уехала тогда в город, и идентичность свою они начинают утрачивать свою идентичность, потому что все-таки город это был носитель другой культуры. Ну, как вы сказали, по большому счету, вот этот запрет, Да, запрет запрет на на выезд, он постоянно как бы сохранил, поддерживал да. напротив, да. Но при этом, насколько вот я понимаю, поправьте, если я не прав, был при этом процесс еще набора как бы рабочих на городские предприятия из деревень, так называемый фабрично-заводской набор, когда где-то Да, была нехватка кадров, просто брали деревенских, ну, не знаю по какому принципу. Это вот в те же годы эта система развернулась? ну вот опять же Может, мне очень, да, если сложно не ваш сказать, я вопрос, не буду, я то не смогу, да, оперировать мгм, какими-то цифрами. Дело в том, что в действительности в Удмуртии стояла, то есть в Ижевске стояла проблема с восстановлением производства Ижевского завода, да, в 19-20 году. Насколько это делалось за счет удмуртской деревни, все равно это был процесс еще гражданской войны на территории, да, и ну, какая-то доля, наверное, была удмуртских рабочих, но это образ жизни, который был им не свойственен. Скорее всего, я так понимаю, они себя пробовали в другой деятельности, не мгм. совсем в производственной. Ну вот у нас комментарий уже поступил, прям пока Мгм. вы говорили. Именно так мои прадед и прабабка оказались на Ижстале в конце 30-х. Ну, то есть их как бы Ну туда да, да, я, ну, отправили. просто я считаю, что это Налетели. были такие, то есть это был не очень масштабный процесс. Вот. Мгм, мгм. Ну, понятно, да. Не целыми деревнями, то есть, да? Да, да, не целый недель. Мгм, Вот, мгм. Артем, я просто опять же приведу пример на примере вот Алнашского района, из которого я приехала, да. Конечно, я не знаю, там, я родилась в 67 году, но когда, собственно, крестьяне получили паспорта, да, в Алнашском районе было много русских деревень, татарских, удмуртских, преобладало, конечно же, удмуртское население, марийское население. Так вот, как только крестьяне получили возможность выехать из деревни, догадайтесь, какие деревни полностью исчезли с лица земли. Русские. Русские. Фактически русское население практически полностью выехало из района. Осталось Наверное, им только проще удмурт. адаптироваться было, да? Да, да, проще. Просто ведь, понимаете, я думаю, что у многих удмуртов был еще и языковой барьер. Ну Вот, да. русским было проще в городе, да, в городе все-таки больше звучала Та же русская речь. самая. Язык, да. Да, Мгм. и вот этого барьера у них не было, и поэтому им было проще уехать. Все-таки, я думаю, удмурты, я очень много об этом думала. Я думаю, что все-таки удмурты, они все-таки думали о перспективности жизни в деревне. То есть они свою жизнь, перспективы своей жизни видели в деревне. Вот я могу привести пример. Моя мама младше своей сестры на 10 лет. Они росли в одной семье. Все дети моей тети, они остались жить в деревне. То есть вот она старше моей мамы на 10 лет. Вот. И они все вот нашли себя в деревне. Причем вполне успешными людьми были, да. Моя мама, она уже через 10 лет, то есть она где-то 56-57 годы заканчивает школу, да, она мыслит совершенно иначе. Она уже осознает, во-первых, понимает, что качество жизни в городе лучше, чем качество жизни в деревне, и понимает, что единственный и вот этот социальный лифт, который может позволить ей вот существенно улучшить качество своей жизни, и не только ей, а еще она делает аспект прежде всего на нас, на своих детях, да, настаивая на том, чтобы мы получили образование, причем качественное образование. Не знаю, откуда у нее такое осознание пришло, но я не думаю, не только у моей мамы такое осознание пришло. Я просто вот говорю, какой-то переломный момент. Старшая сестра на 10 лет, и она видела возможности, перспективы жизни в деревне. У моей мамы уже произошел перелом, она понимает, что
И самое главное, самое страшное, что она понимает, что при этом мне и моему брату не нужен удмуртский язык. Важно красиво и правильно говорить на русском языке. Представляете, вот это, когда мы с мамой стали проговаривать, это я говорю, почему вот ты так, ну, вот решила за меня, за брата, ну, вот так было, тогда принято, сказала мне мама. И еще раз говорю, она сделала все, чтобы мы получили качественное образование и существенно изменили свою жизнь и качество своей жизни. Я благодарна ей, потому что действительно, ну, как бы я стала тем, кем я стала, во-первых, да, я, как бы сказать, все мои предки, все мои родственники живут в деревне. Я не потому, что в деревне хуже, чем в городе, я просто понимаю, что я сейчас занимаюсь тем, чем я могу заниматься, чем я хочу заниматься. Понятно, что в деревне мы мне таких возможностей не Ну предоставим. да. Вот к чему. Мгм. Но Да, это это отдельная интересно. тема и как бы не связанная Это, с ну нет, коллективизацией, это но все может равно быть связано, интересно. да. Да, Я думаю, что это многим отзывается людям, потому что вот такой разбор семейных биографий, он, мне кажется, тоже многое говорит об истории 20 века да, и о да. том, как какие-то случайные вообще вещи, они повлияли вообще на траектории семьи. У кого-то там прадеда отправили работать на Ижсталь, и там с тех пор, видимо, его потомки уже все городские люди, да. Причем ведь они уже утрачивают свою связь, просто Ну, даже вот как чаще бы, всего, да. Кого-то по да, фабрично-заводскому набору отправили вообще в какой-то другой крупный город, да, там за пределы Удмуртии даже, да, и там, соответственно, вообще туда ушло это все. Кого-то по распределению отправили строить на Братскую ГЭС в Иркутскую область, да, и эти люди уже просто никогда не вернулись в Удмуртию с тех пор, там оставили корни там и потеряли любую связь с удмуртской там средой и так далее, общиной. И их дети это обычные какие-то, ну, дефолтные такие да, советские, я русские согласна, люди, да. да. Вот, то есть мне кажется, это интересно и важно, и тут много таких. А скольким людям вот это вот запрет, там, отсутствие паспортов, да, скольким людям оно вообще закрыло какой-то социальный лифт? Да, я Когда они согласна. поехали учиться куда-то, например, да, где нужен был паспорт для того, чтобы жить в общежитии. То есть вот это все, ну, мне кажется, здесь много важного в этом. Мне кажется, был еще комментарий какой-то, который мы пропустили. Был комментарий такой, развернутый. Крестьян примирило с коллективизацией не только появление МТС и новых орудий труда. МТС, напомню, что это машино-тракторная станция, да? Но Мгм. главным образом принятие примерного устава сельскохозяйственной артели колхозов в феврале 1935 года, где были четко обозначены правила деятельности сельхозартели, средства производства артели, организация труда, оплата труда и так далее. Очень важно, что крестьянская семья получила право на личный подсобный участок, возможность выращивать в своем хозяйстве овощи, содержать мелкий скот и птицу. Да, я соглашусь. Я, конечно, не могла перечислить все факторы, которые примирили крестьян с колхозом, да. Но вот, как мне говорил мой отец, вспоминая деда, да, что вот уже, конечно, он был шагом отчаяния вступления в колхоз в 1937 году, понимая, что такой уровень жизни колхоз не позволит обеспечить им, да. Конечно, я не могла, я просто, как сказать, спасибо за комментарий, да. Я просто смотрела на время, что я безнадежно очень много времени. Я, конечно, не могла. Да, устав сельхозартель 35 года, но нужно сказать, что подобный устав, ведь он был до того. В принципе, мне тоже сначала казалось, что вот когда эта сплошная коллективизация прошла, что не подготовлена она была и с точки зрения вот как бы организации производства. Ну да, обобществили, ну да, вот создали, да. А как все это вот, потому что на очень многие моменты крестьяне натыкались и решали эти вопросы уже исходя из практики, да, те же самые. Но дело в том, что этот устав, то он как бы вот проект этого устава он был, и я видела, он был издан в начале 30-х годов. То есть фактически какая-то теория существования коллективного хозяйства она была, но поскольку вот это все началось стихийно, и мне даже вот как бы очень трудно объяснить, насколько это было стихийно и насколько это было трудно для крестьян. Вот
Это очень сложно понять нам с вами теперь. Вот людям, которые не имеют этого имущества, людям, которые совершенно другие механизмы жизни, другие гарантии у нас, да, их гарантией было их хозяйство. Они его лишались. Вот. Да, Поэтому спасибо. Вопрос вот. такой, какая деревня, если не секрет? Ну, видимо, к вам вопрос, да. Моя мама родилась в Мыркашмесе, это починок, а папа мой из Верхнего Учана. Это Алнашский Мгм. район. Мгм. Мгм. Сама Так, я мгм. жила в Арзиичах, как бы потом Мгм. переехали родители, мама получила образование, она была медсестра, она жила, работала в санатории в Арзииче, и поэтому, собственно, тоже, в общем-то, я весьма относительно знаю крестьянскую жизнь, только вот благодаря рассказам моей бабушки, которая Мгм. совершенно неграмотной была женщиной, но наделенной такой житейской мудростью. Я вот только сейчас понимаю некие ее, уже вот будучи зрелой женщиной, понимаю Мгм. некие ее вроде незамысловатые фразы, да, которые такой глубинный смысл имеют, что мне Мгм. даже иногда не хочется об этом думать. Ага, так, есть такой комментарий. Известно, что для руководства республики выращивали все виды овощей круглый год. Даже сервировали новогодний стол своей красной клубникой в годы Великой Отечественной войны. Такие теплицы имелись только в пределах города, городов республики или в колхозах, хотя бы в некоторых. Вот такие теплицы, я не знаю, как про клубнику, вообще таких, как сказать, понимаете, вот возвращаясь к вопросу, помните, историографии этих событий, да, событий советского периода, когда любая власть, как бы вот она власть, и ей хочется обеспечить себе какой-то другой уровень. Вот такие теплицы у нас были вокруг города Ижевска, Завьяловский район. Ну, сначала это был Ижевский въезд, потом Ерос, поскольку у них были рынки сбыта. Собственно, у нас, например, Ширканский район специализировался на выращивании лука всегда, и даже в дореволюционное время, поскольку у них были вот рынки сбыта, где продавать. Ну, вот эти теплицы, я говорю, я об этих теплицах узнала только на основании фотографий, которые есть в фондах Национального музея. Я анализировала фонд этих фотографий, поэтому, в общем, вот столкнулась только с этим. Да, власть всегда хочет нового качества жизни. Это не только коммунистическая власть, это любая власть, и поэтому возможность пользоваться этим, не пользуются этим. Что делать? Мгм. А я вот такой вопрос задам. Значит, ну, мы с вами как бы этой темы коснулись еще, когда только Мгм. вдвоем были. Я читал статью зарубежного ученого, историка Марка Габбаса, по-моему, его зовут. Он написал такую статью о коллективизации, о специфике коллективизации как бы в национальных регионах. И статья его написана на примере Удмуртии, на удмуртском материале. И он там, как бы делает такой вывод. Вот я хочу, как бы сказать о нем слушателям и вашу Мгм. точку зрения узнать насчет этого. Он делает вывод такой, что в Удмуртии процесс коллективизации был специфичным, и он отличался от коллективизации в других национальных республиках и регионах, и отличался от коллективизации в русских республиках, потому что он говорит, что коллективизация была такой коллективизацией-нация строительства. Там статья на английском языке. Вот он пишет примерно следующее, что местные коммунистические партийные власти проводили коллективизацию специальным образом в Удмуртии из-за ее мультиэтнического характера и как бы отдельное внимание уделяли титульной национальности удмуртам. Удмуртский кейс был специфичным, особенным в определенных аспектах и менее как бы специфичным в других. Значит, особенность была в том, что коллективизация проводилась в форме национального строительства, нациестроительства. Удмуртия в этом плане следовала пути, похожему на тот, который прошли другие нерусские регионы. Но он был специфичен в другом как бы ключе. Не только потому, что коллективизация в Удмуртии началась за год до того, как она началась по всей стране, но и потому, что удмуртские крестьяне не были как бы главной целью вот этой жесткой советской политики, а были главным образом русские крестьяне. То есть он здесь делает параллель с другими национальными регионами, там говоря, например, об Украине,
имея в виду, он там ссылается, например, также Татарстана, где, ну вот он, по мнению этих ученых, как бы было такое таргетирование как бы по национальному признаку. Он говорит, что в Удмуртии этого не было, и скорее русские больше пострадали. И он пишет, что коллективизация в Удмуртии предполагалась быть не только модернизацией какой-то научно-экономической революции, но и она замышлялась как финальный акт освобождения удмуртских крестьян от там, великодержавного русского шовинизма и структур подавления, которые пережили даже революцию и там так или иначе сохранились в обществе. Что вы скажете на этот счет? Я полностью не соглашусь. Во-первых, ну вот если говорить про сплошную коллективизацию 29 года, нужно сказать, что вот эта сплошная коллективизация, вот этот срок, да, значит, осень 29-го, начало 30-го года, это была коллективизация, которая прошла по всей стране. Вне зависимости, если говорить о 100% коллективизированных хозяйств, конечно же, в ней пострадали как и русские, так и удмуртские, значит, крестьяне, так и татарские крестьяне в одинаковой зависимости. Значит, если анализировать коллективные хозяйства, которые появились в Удмуртии, в Удмуртской автономной области до коллективизации, вот тот незначительный полпроцента, который, да, а вот по этническому принципу мы не можем сказать, что это были русские только или только удмурты, как бы они возникали у русских, удмуртов и татар, то есть вот тут этнически тоже, и они же создавались не сверху, а снизу создавались, да, вот, то есть получается, что до сплошной коллективизации этот процесс, он был свойственен в одинаковой степени для всех. Если говорить об сплошной коллективизации, то, в общем-то, 100% в нее запихнули все крестьянство в Удмуртии. Если мы говорим о фактически 90% отходе всех крестьян из колхозов летом 1930 года, мы тоже не будем не в состоянии сказать об каком-то этническом давлении на кого-то. Здесь оно отсутствовало, да. Нужно сказать, что в действительности удмурты быстрее, вот есть такое, да, значит, они раньше, чем русские, они стали входить, ну, как бы вот стали вот в эту вторую волну сплошной коллективизации, они раньше, чем русские крестьяне, они вступали в колхозы. Вот. Ну, я думаю, просто здесь разная совершенно ментальность, разная модель поведения русских и удмуртов относительно вот внешнего воздействия. Что если русские крестьяне все-таки способны к какому-то сопротивлению и каким-то моделям вот такого протестного поведения, то удмуртских крестьян удмуртских крестьян не было таких. То есть очень незначительный процент тех крестьян, которые вот были носителями такой простой протестной модели. Они просто вступали. И, честно говоря, я очень сильно сомневаюсь в организованном характере. Хотя я сама видела, с какими документами Марко работал. И, честно говоря, мне сложно сейчас сказать, на основании каких он документов делает такие выводы. Я, честно говоря, его статью видела, но вот поскольку она на английском языке, я не полностью ее переводила, только выводы переводила. И поэтому вот есть повод детально проанализировать. Я сомневаюсь, у меня таких данных нет. Я сомневаюсь, поскольку процент удмуртов в органах власти был незначительным, и очень часто первыми секретарями обкомов и в эпоху коллективизации, в эпоху большого террора были люди, которые приехали, и, честно говоря, понимаю руководство страны, доверить управлению регионом, которого находится оружейное производство, в общем, очень сложно доверить национальным кадрам, поскольку, ну, это вот все очень чревато. Ну, в смысле местным кадрам. Все-таки нужно иметь в виду, что регион имеет какое-то особое значение, и поэтому вот здесь вот все. Я думаю, что Владимир Степанович, он как-то больше, наверное, меня может прокомментировать эту ситуацию, потому что я-то вот человек, который оперирует экономическими показателями, и таких данных у меня нет, и я, честно говоря, сомневаюсь в них. Мгм. А вот такой вопрос. Вы упоминали органы управления общины, да? Типа Мгм. Кенеша. Вот что стало с Кенешем после коллективизации, как органом общинного самоуправления? Он перестал функционировать, он стал подпольным, он стал, не знаю, более неформальным каким-то. Там.
не Я думаю, очевидно. что наоборот, что он стал формальным, и вот это вот функции, да, совещательные функции, возможность высказать свою Колхоз точку перешел. зрения и повлиять, да, на какие-то моменты, это все могло быть реализовано потом на колхозных собраниях. Колхоз ведь, М, потом ведь я забыла сказать, что от идеи крупных вот этих вот хозяйств отказались, и потом колхозы формируют в масштабах деревни, собственно, вот этой вот земельной общины, которая была, и поэтому я думаю, что вот к общине трансформироваться в колхоз и Кенешу вот в этой крестьянское колхозное собрание было очень просто. Просто список функций и возможностей, конечно, изменился, и появились несколько формальные органы власти, которые и возглавили потом все это. То есть, ну, вот произошла некая трансформация, при этом вот эта трансформация не отказалась от идеи общинной жизни, общинного управления какого-то, элементов мгм, сохранения общинного управления. Вот я к чему. мгм. Я А что считаю, стало? что Мгм. ну, вот, честно говоря, Артем, я опять же, глубоко не занималась этим, мне сложно сказать, что Не, стало. я понял, Я понял, но это думаю, что да, достаточно. Я понял, да, это, ну, да. очень как бы понятный, да, тезис, да. Мгм. Мгм. А что стало с производительностью труда вот, благодаря там или после того, как, коллективизация была реализована, с производительностью крестьянского труда? Она Мгм. повысилась за счет механизации или она там не изменилась за счет того, Вы что знаете, люди показатели потеряли были стимул? очень хорошие, предвоенные показатели. То есть, вот, собственно, если бы не война Великая Отечественная, да, и прежде всего изъятие, ну, в смысле, из деревни были, ведь все-таки основная масса солдат это были деревенские жители, да, и качество обработки земли, которые осуществляли женщины, старики, дети, это значительно хуже была, чем качество обработки земли, которую делали ну, мужчины, да, да и техника, в общем-то, очень сильно результативность села, она сократилась в годы Великой Отечественной войны качество и результативность. Вот те все-таки показатели 36-37 года, там неплохие были результаты, да, они 39 года, они были прерваны Великой Отечественной войной. Я думаю, что деревня бы нашла, то есть сумела бы как-то приспособиться к этому, да, каким-то образом. Но вот война, она во многом потом сыграла вот такую негативную роль, когда количество населения резко сократилось, и это привело к ну, как бы падению способов обработки. Ну, агротехника ухудшилась, конечно, и результативность как следствие тоже. Мгм. Спасибо. Вот. Вижу, что вопросов нет. Есть благодарности на всех возможных языках финно-угорских. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Большое спасибо Надежде Антоновне. Мы тогда будем прощаться и до следующих встреч на нашей программе. Всем большое спасибо. Всего доброго. Адьяслатыч, джечилуэ.